Що, блядь, запустився на співбабу? Ти пусть перепали опять. Ну что, друзья, мы вышли из джоб-центра с отказом от помощи финансовой. Теперь мы самостоятельные люди, живем в Германии. Поблагодарили нашего оператора, в общем, за помощь, за все, что как они нам помогли все-таки здесь интегрироваться, и квартиру дали, и помогли выучить немецкий. Свобода. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада, и сейчас мы находимся в городе Штутгарт, в парке, который называется Килисберг, на самой высокой башне Штутгарта. Ну, может, не на самой высокой, но очень прикольная башня. Отсюда мы решили начать свое видео и хотим вам сегодня рассказать немножко о новостях в нашей финансовой жизни. Очень красивый вид открывается отсюда с Килисберг-Турм, то есть с башни Килисбергского парка. Этот парк находится на холмах и занимает, знаете, сколько он места занимает? 50 гектаров. Если кто не понимает, то это 833 дачных участка по 6 соток. Представляете, сколько много здесь можно было бы разместить дачных участков. Отсюда весь Штутгарт как на ладони. Правда, мы немного с Ладой разочарованы тем, что сегодня не работает железная дорога. Здесь есть узкоколейная железная дорога, которая пролегает по всему парку. Можно на ней мы хотели проехаться. И нам не повезло. Кстати, помнишь, в Киеве мы пришли тоже на подобную железную дорогу в одном из районов, и она тоже не работала. В общем, нам не везет с железными дорогами, будем ходить пешком. Хочу обратить ваше внимание на вот эти вот таблички, которые здесь на каждой ступеньке. Таблички с именами. Это имена тех людей, которые сбрасывались на строительство этой башни. Высота этой башни 40 метров с половиной. И она, знаете, она немножко шатается. Да, ноги трусятся немножко. Лада боится высоты, поэтому для нее это как бы испытание. Мы были на подобной башне в Ульме. Посмотрите на Ладу, она реально боится дальше идти. Лада, возьми себя в руки, преодолей. Ты никуда здесь не денешься. Смотри, какой высокий забор. Я буду с закрытыми глазами. Нет, закрытыми не надо, как раз больше шансов упасть. Она была поменьше. Но она, кстати, была не настолько защищенная. Устойчиво. Это более, на это не так страшно. В Ульме более незащищенная, более шаткая. Да. Здесь она нормально. маленькая, но она наклонная. Она там стоит над рекой Дунай. Прикольная такая, но в ней как бы страшнее даже. Ну ладно, друзья, мы сегодня хотим вам рассказать о новостях. Во-первых, мы уже вам сообщили, что мы попрощались с джоб-центром. Мы были недавно в джоб-центре и поговорили с нашей Бераторин. И она сказала нам, что вы уже, походу, господа, зарабатываете достаточно много денег. И не хотели бы вы как бы уже написать отказ от получения пособия? Но немножко было не так. Ну ладно, давай твою версию расскажи.
Началось с того, что мы сказали, что нам для того, чтобы снимать интересные ролики и больше зарабатывать, нам нужно ездить. А отпуск мы имеем всего 21 день в году. Вот, не могли бы мы как-то этот вопрос уладить, и не могли бы мы ездить в качестве командировок. Вот. И с этого момента оператор говорит, ну, в таком случае вы можете отказаться от джоб-центра и можете ездить куда Сколько угодно, да. да. Ну и дала нам неделю на то, чтобы мы подумали над этим. Мы уже решили, в принципе, мы уже его подпишем. Так что сообщаем вам уже заранее, в тот момент, когда выйдет это видео, мы уже подписали разрыв, так сказать, отношений с джоб-центром. И все, мы свободные люди. Вот, мы можем даже показать, написано с 1 мая Auf Leistungen verzichtet. Verzichtet это отказываемся. Отказываемся, да. Мы сами отказались, вот подписали. Подписи. С 1 мая нам уже ни копейки не придет. На самом деле мы думали целую неделю, потому что, в общем-то, доход с YouTube не совсем постоянный. И могут быть разные спады, могут быть разные взлеты. То есть совершенно не одинаковая зарплата каждый месяц, а квартира, страховка и все остальное каждый месяц. Ну, у нас есть немножко такое вот опасение, как у нас это все получится. Но у нас нет другого варианта. Сегодня тут такая простая, непринужденная обстановка, людей немного, потому что сегодня не выходной день, и мы любим именно в такие дни, когда нет большой толпы, ходить в таких местах. Гораздо проще и приятнее. Но на центральной улице в Штутгарте сейчас тоже очень много людей, потому что мы, когда приезжаем в Штутгарт, мы всегда попадаем сначала на центральную улицу, она прямо рядом с вокзалом, и на ней бывает иногда неприятно находиться, слишком много людей, а иногда прям интересно, потому что там есть музыканты, есть какие-то развлечения, есть, ну, такие, настроение свое особенное, да? Я хочу сказать просто свои впечатления. Первые впечатления от Штутгарта были вообще негативные. Мне не понравилось. Даже есть видео, где мы говорим, что Штутгарт, там много всего, много людей, неуютно. Мы так полюбили Штутгарт, просто он нам напоминает Киев. Здесь очень много движа какого-то, я не знаю, нам понравился движ. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Das stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht ja dem einen oder dem anderen im Sinn. Много интересных людей, ну, парков, ну тут вообще классно, да, вот какая-то атмосфера такая. Мы вычислили, почему он сначала нам не понравился, потому что вокзал, там строится вокзал, и он очень большой, огромная строительная площадка. И когда ты выходишь с поезда, ты попадаешь в какой-то длинный коридор, ведущий через строительную площадку, и ты идешь почти километр по этому коридору, и вообще потом выходишь, снова попадаешь на какие-то строительные площадки. Создает впечатление, вроде город какой-то вообще сплошная стройка. На самом деле оказался в стороне уже Штутгарт более милый, и особенно еще в нем есть такие места, как вот парк сегодняшний, в котором мы сейчас. А еще больше мы его полюбили, когда приехали из Восточной Германии. То есть там тоже хорошо, но все-таки по красоте Восточная Германия уступает Западной. Вау, смотри, куда мы пришли. Мне зрители говорили, чтобы я больше не говорил вау, но оно вырывается само, когда я вижу. Фонтан! Сейчас опять напишут. Такое чувство, что вы никогда не видели раньше фонтанов. Кря, смотри! Такое чувство, что вы никогда не видели летающих уток. Да все мы видели, друзья, но это ж так прикольно каждый раз по новой. Всегда как первый раз. Да, вот всегда как вот. первый раз. Ух ты видела, как утка на воду садится? Ты а у них что? сейчас брачный сезон, Виталик. Вот Все оно нормально. что. Красивый брачный сезон у них. Если бы люди так порхали
когда влюбляются, было тоже красиво. Этот парк очень большой, я вам уже говорил, 833 дачных участка по 6 соток. Поэтому мы его, конечно, весь не обойдем. Хотя бы немножко походим, посмотрим. Вот я снова вижу красоту. А там розовые фламинго, Лад. Нужно подойти. Пойдем. Ох, смотри, смотри. И гуси, смотри, тут прям заповедник какой-то. Гуси дружелюбные, надеюсь, сейчас. О, это он поздоровался со мной. Ой, ой! Виталик, он меня укусил все-таки Да? за ногу. Не надо Щипанул. было... Не больно, но обидно. Смотри. Фламинго. Ты, класс. Надеюсь, эти не кусаются. Давай попробуем подойти еще. А вот те, смотри, они стоят прям на одной ноге. Стоят и спят, что ли, да? Уникально, ладно. А вот эти йоги в асанах. Это они какую асану сейчас выполняют? Подсказывайте в комментариях, что с ними происходит. А вот он зоопарк, мини-зоопарк, который здесь есть. Сейчас посмотрим, какие здесь животные. Это, кажется, лошади. О, слышно запах. Слышно. А лошадей не видно. А, вот они, да? Угу. Смотри, фюттерферботен, кормить запрещено. Нельзя, да. Угу. Кстати, недавно был я в Геттингене и смотрел, как две молодые девушки на лавочке сидели и кормили голубей с рук. Чем-то подкармливали. Подошел мужчина пожилой и сказал: а вы знаете, что голубей кормить нельзя? За это будет штраф 50 евро. И они такие замолчали и ничего ему не сказали. Представьте, нельзя кормить голубей. В общем, в Германии птицы все голодные звери. Но они не хотят, чтобы голуби плодились. Вот они вот так питаются. Как естественным образом. Смотри, да? Когда-то в этой местности были каменоломни. И вот эти камни, которые здесь лежат, это вот остались от той добычи еще старой-старой. А мы решили вот на этой лавочке вам показать один интересный документ, который нам наконец-то прислала налоговая инспекция. Мы ждали их ответа почти полгода. И вот наконец пришло письмо. Вот оно лежит на скамеечке. Друзья, посмотрите. Herr und Frau Виталий und Лада. Вот, я позаклеивал пластырем ту информацию, которую нельзя показывать. Это из налоговой инспекции нам ответ пришел на наш отчет за 2024 год. В общем, мы в 2024 году работали всего лишь 4 месяца. Мы в сентябре оформили ГВРБ, и за 4 месяца мы успели заработать только 6 тысяч. Точнее, к нам на карточку успело прийти только 6 тысяч с копейками. А может не с копейками, но я сейчас точную цифру не помню. Здесь написана уже цифра после вычета всех расходов. Смотрите, после вычета расходов мы отчитались о том, что наша чистая прибыль получается 5245 евро. Видите, вот за эту цифру мы как бы должны были заплатить налоги, и мы не знали, сколько нам причислят, как они будут считать вообще. И что они написали? Они написали 0,0000, то есть вот, Einkommensteuer, это подоходный налог, и еще солидарный налог, все по нулям. То есть, поскольку мы не заработали больше, чем 11 604 евро на человека, то в год, да, в год, то нам и не нужно платить налоги. Но это не значит, что нам совсем ничего не нужно платить. Есть такой налог, который называется медицинская страховка. Он обязательный, даже если в том случае, если ты вообще ничего не зарабатываешь. Если ты безработный, просто за тебя платит джоб-центр или социальная служба. Не платить медицинскую страховку в Германии нельзя вообще. Но есть одна радостная новость. Мы в одном из видео вам рассказывали, что нужно будет нам платить 2 раза по 450. То есть за меня 450 евро в месяц медицинской страховки, за Ладу 450. И наши зрители, спасибо вам большое. Вы нам написали, что это не так. Для
одного из членов семьи, который не работает или не получает деньги, в данном случае для Лады, доступна семейная страховка. То есть с меня будут брать по полной, я не знаю, ну в зависимости от дохода, там может быть 400 евро. И от возраста даже, да. Тут все очень сложно, никогда нельзя сказать, ну, как бы конкретную цифру, потому что нужно много вводных данных давать. В общем, приблизительно с меня будут брать 400-450 евро в месяц, а с Лады ничего, она будет как бы прицепом по семейной страховке. Вот. Вот такие у нас финансовые дела, нас это радует. Смотрите, мы теперь свободны от джоб-центра, мы не должны платить налог в этом году, но мы должны откладывать деньги с нынешней прибыли, которая у нас есть. Мы же сейчас тоже зарабатываем. Отчитываться мы за эти деньги, за этот год, за 25-й, будем только в 26-м году. И только тогда нам скажут, сколько мы должны будем заплатить. Все будет зависеть от того, сколько мы заработаем. Превысит ли заработок какие-то определенные пороги или не превысит. И еще один момент, который очень важен. Мы получали деньги с YouTube, и в это время мы получали какую-то сокращенную, но помощь от джоб-центра. То есть раз у нас нет налогов, они должны пересчитать. Так что подписывайтесь, будете знать в конечном итоге, что с нами тут происходит. Да. Потребовал ли джоб-центр обратно какие-то деньги с нас? Вот это мы сами еще не выяснили, но узнаем и вам расскажем, друзья. Не знаю где, не ведаю когда я стану знаменит и узнаваем. Но кушать же мне хочется всегда. Так что подайте блогеру на пропитание. Я вам спою, не проходите мимо. Без ваших лайков жизнь одно страдание, а без донатов жизнь невыносима. Подайте блогеру на пропитание. Дайте на брыцель, дайте на водку. Зря, что ли, я тут рву для вас глотку. Дайте на пиво 50 центов. Как стану известным, отдам с процентом. Конечно, не всем нравится, когда мы показываем свои доходы. Некоторые говорят, зачем вы это делаете, но многие интересуются. А у нас нет никаких тайн, поэтому вот смотрите, творческая студия YouTube — это то, где отображается все, что у нас на канале происходит. Здесь и просмотры, и деньги, и, короче, всякая аналитика. Это заглавная страница, чтобы вы понимали. Вот смотрите, в настоящий момент 35 863 подписчика на данный момент. И я вам сразу перехожу на страницу с монетизацией, где отображается последний платеж, который нам должен прийти 22 числа этого месяца. Он еще не пришел. Вот, но здесь можно посмотреть и все платежи за последнее время. Смотрите, здесь мы можем увидеть наш доход за 2024 год частично и за 2025. Ну и что интересно здесь, что после Нового года у нас доходы упали. Видите, было 2000 с лишним, а потом стало 1500 евро в феврале мы получили денег. И в марте уже чуть-чуть больше, 1782. Это потому, что у YouTube в это время наступает такое как бы затишье по рекламе. Прошлогодний бюджет по рекламе исчерпан у людей, а новые бюджеты еще не поступили, поэтому YouTube как бы ставит рекламу, но не так активно, и в каждом ролике меньше рекламы, или может быть она не настолько дорого оплачиваемая. Хотя просмотров в 2 раза больше. И вот смотрите, последняя цифра, которую мы заработали, это 2785 евро. Мы ее еще не получили, и еще нарастает сейчас цифра за текущий месяц уже 1274 евро, но она каждый день меняется. Вот, все. Что могу сказать? Еще, если вы посмотрите на главную страницу, не туда перелистнул,
тут видно, что у нас просмотры сильно выросли. Сейчас наши просмотры в месяц 1 миллион просмотров. А когда мы начинали, у нас было 450 тысяч всего лишь. То есть мы в 2 раза выросли наши просмотры. И у нас было, когда мы начинали, 16 тысяч подписчиков, а сейчас 35 863. Так что канал растет. Благодаря вам. Да. Благодаря Спасибо тому, большое, что да. наши зрители всегда с нами. Огромное вам У спасибо. нас самые лучшие зрители. Они нам всегда такие комментарии пишут. Просто спасибо огромное. Да. И если вам нравится, поставьте лайк этому видео. Кстати, YouTube тогда видит, что вам нравится, и показывает наши видео другим людям, новым зрителям. Сегодня внезапно позвонил мне мой друг Данил и говорит, что ему плохо. Я свозил его сначала к домашнему доктору, к хаус-арсту. Тот посмотрел, сказал, что проблемы с желчным пузырем, воспаление какое-то, у него температура 38,5, всю ночь держалась. И, короче, мы его привезли в Гёпинген, в больницу в Нотфаль. Нотфаль — это типа скорая помощь. А вот Лада уже с ним здесь. Я пока припарковал машину. Теперь иду их искать. Они где-то тут оформляются. Надеюсь. В своем городе мы попробовали. Они сказали, мы не принимаем с такими проблемами. На Нотфаль тоже. Так, куда идти? Мы в больнице, уже зарегистрировались, ожидаем теперь своей очереди, когда нас примут, посмотрят, обследуют, скажут, в чем проблема. Вот здесь регистратура, тут зал ожидания есть. В общем, Даня не ел со вчерашнего дня, да? Ничего. Сейчас. Мы с Виталиком делимся. Не надо, спасибо. Вот этот малый кусочек. Это Да мне давай, главное, чтобы тебе не стало хуже от еды. мне этого много сразу нельзя. Так, Данилу взяли кровь. А ну покажи. Приделали тебе такой катетер сюда, да? Да, будут еще брать кровь потом позже. Делают анализы, да? А это что такое? Это Это мой ID. Дениса. Данилова. Это здесь типа повесили, да? Да, там повесили. Пока Данилу там проверяют УЗИ, капельницу ставят, мы с Ладой зашли в кафе прямо в больнице и купили на 12.40 вот такой вкусной еды. Это какой-то интересный бургер, мы такой еще не видели, с салом, да? Это, да, медшпик. Шпек. Яйцо, сало, классно. Это Лада такое любит. А я вот сладкоежка, я буду есть вот такие вот штучки. Надеюсь, они вкусные, я еще не пробовал. Ну и чай. Что-то они чаю мне налили. Пожалели воды даже. А вообще здесь такой целый ресторанчик. Вот, и там на улице есть еще столики. Видимо, когда жарко, можно на улице сидеть. Ну, хоть поедим здесь, да. А то мы с утра выбежали, я даже не побрился. Очень быстро ехали Данила спасать. Ему плохо было. Да ему сейчас, наверное, сказала, ему легче немножко от того, что капельница. Ничего там серьезного. Ну, сейчас узнаем. Немножко предыстории о том, что случилось с Данилом сегодня. Точнее, началось это еще вчера. Звонит мне Данил вчера вечером и говорит: Виталик, у тебя есть какие-нибудь таблетки от отравления? Я говорю, по-моему, есть активированный уголь. И говорит, привези, а то я отравился, пожалуй. Ну, я приехал, привез ему упаковку активированного угля. Он сказал, что съел
какую-то давнюю рыбу из холодильника. Был на гастролях, приехал, ничего не нашел лучше, чем старую рыбу. Рыбные котлеты, точнее, съесть. Потом еще йогурт какой-то тоже просроченный, видимо, съел. И говорит, я просто траванулся. Сегодня утром я ему пишу, как дела, все ли нормально. Говорит, стало еще хуже. Ночью была температура высокая. Что делать, не знаю. И мы с ним решили поехать сначала к домашнему доктору, для того, чтобы тот посмотрел и диагностировал, в чем проблема. И домашний доктор направил его сюда, в Нотфаль. Точнее, это называется Notaufnehmen. По-немецки not это не отрицание, это значит скорая. То есть это экстренная помощь. Aufnehmen это прием. Короче, экстренный прием осуществляется в нашем регионе здесь, вот в этой больнице, где я сейчас нахожусь. Я сейчас рядом с парковкой. Вся парковка, кстати, забита машинами вот практически. Очень много людей сюда обращаются, потому что они приезжают со всего региона. Это город Гёпинген. И эта больница обслуживает, наверное, обширную территорию. Эта больница находится на холме, а сам город Гёпинген лежит там внизу. 5 часов мы уже находимся в больнице. Даниил вышел после УЗИ и сказал, что есть подозрение на аппендицит даже. В общем, вот такие вот дела. Сейчас его там повели по другим кабинетам. У нас уже с Ладой разрядились телефоны напрочь. И я иду в машину для того, чтобы взять свой powerbank. Все, сказали, что у нашего друга Даниила аппендицит, и ему сейчас будут срочно делать операцию. Представляете, мы целый день просидели, думали, сейчас домой поедем. А все. Мы едем одни, он остается тут на некоторое время. Позвонит нам, скажет, когда забирать. Сейчас уже 5 часов вечера, мы вот с Ладой вышли из больницы, Даниил остался там. Наконец ему поставили диагноз, сказали аппендицит. Думали сначала, что это камни в печени. Потом думали, что это... Сначала думали, что грипп, потом камни в печени. То есть температура 39 целую ночь, не поймут что. Вот. И наконец-то выяснили, что это аппендицит, оказывается. Мы с мамой приехали на шопинг сегодня. Мама у нас нарядная и не достает маме сумочки. У нее все есть, сумка просто большая. И нитки хотим тоже купить. Вот наш большой торговый центр. Сейчас пойдем в Тедди и посмотрим нитки, сумочки, всякие интересные вещи. Маме тяжеловато ходить, ногу не чувствую, да, Ольга Лукинична, как вы? Да, бывает. Вот ряд с нитками, мамуся, я его нашел, посмотри. Вот сразу белые есть, ты хотела белые, нет, да? это не такие, нет. Лукинична, выбирайте. Тут заказали нам гетры белые. Смотрите, Ольга Лукинична, вот такие, мне кажется. Нормальные чи нет? А такие, Нет, он поблестящий. ну, такие маленькие. Такие, так вони пойдуть чи ні? Підуть.
кажется, вот это хорошая сумочка, Ольга. І мені здається, що це. Нравится? Да, Ну, во-первых, под- не под- біла, не біла, Не била, не темненька, намекала. не лякає. Тут таке. Приехали с мамой на природу. Сейчас походим здесь по горам. Весна, все цветет, солнце вышло. Сегодня так на улице хорошо. Мама, конечно, ходит с трудом, потому что не чувствует левую ногу совсем. Да, мам, трудно передвигаться. Кстати, как тебе новые кроссовки? Удобно? Удобные, да, штанишки новые, это ж мы показывали, как мы покупали, это все очень хорошо, да? И свитер новый. Короче, мы это Подошел, несколько да. месяцев назад купили. Мама в первый раз все одела в комплекте. Мы приехали на одно из очень популярных мест в Гайслингене. Это Крест. Сейчас мы еще пока на парковке, а потом подойдем туда. Видите, здесь машины оставляют. Дальше только пешком можно идти. Еще надо пройти метров, наверное, 300. Просто ты должен рассказать про здоровье. Все же спрашивают, как мама себя чувствует, а ты так вскользь вообще. Ну, улучшення є. Есть улучшения, как глаза, Ольга Лукинична, Смотрю расскажите. двумя глазами, ну, очки для работы. Ну, нужны видите, да, то есть стоило делать операцию? Стоило. Стоило, да? Стоило. То есть вы лучше видите, чем до операции, да? Ну, во-первых, лучше вижу, а Ага. во-вторых, если бы затянуть это, то могла быть глаукома. Глаукома могла бы быть, да. Ну да. Могла быть. И Поэтому операция неизбежна. хорошо, да. Вот единственное, что проблема со спиной у мамы, самая главная проблема, это то, что с позвоночником и левая нога как бы атрофируется и очень нечувствительная. То есть боли нету, но она не чувствует, просто вот как бы переставляет ее, а не чувствует, Ну да? да. Если какое-то препятствие, она как Да, как плывет вроде и она цепляется, как с пластилиновая. Сегодня уже 2 раза. да? Чуть не упала, да? Вот такими значками на деревьях позначены тропы или туристические дорожки по горам. Эти горы называются Швабский Альп, и здесь очень много туристических троп, по которым можно ходить от одного интересного места к другому. И вот мы сейчас идем на одно из интересных мест со смотровой площадкой. Мы уже приближаемся к месту, к смотровой площадке с большим-большим крестом, который видно вообще отовсюду. Но оказалось, идти пешком далеко, и мама уже устала, просто выдохлась. Ну, чуть-чуть осталось, уже теперь вопрос о том, как дойти назад. А сюда машиной вообще нельзя заезжать, никак. Там все, шлагбаумы стоят, природная зона охраняемая. В общем, надеюсь, все будет хорошо. Потом приедешь, мама, дома поспишь. А то сплю. Да. Мама, кстати, сейчас стала употреблять снотворные таблетки. Стала употреблять, Ну да. все хорошо. Не, ну мы ходили, кстати, недавно с мамой к неврологу. И мама говорит, ну через меня рассказывает, бессонница. До 4 утра не может заснуть. И я же ему перевожу. И он говорит, да я вам назначу тогда таблетки. Короче, он прописал маме снотворное. И снотворное это подействовало. В первую же ночь мама спала отлично вообще. Но, говорит, потом все равно днем все равно еще сплю, да. То есть Получается спать- вообще и день и ночь. Что было просто ночь не спит, день спит, а Да, теперь да. и день и ночь спит. Да, вот такие дела. Да не, уже вчера уже днем. Почти не спала, да. Ну, молодец, молодец. Уже начинает. Да, формируется немного. Вот, друзья, видите этот крест? Он здесь установлен в 1992 году и посвящен памяти всех воинов, погибших с 1914 по 1945 годы. Это, то есть, в 2 мировых войнах. Огромный крест такой. Видно его, я уже говорил, издалека. С любой точки Гайслингена можно увидеть этот крест. И здесь вот смотровая площадка. Мы с Ладой уже были здесь несколько раз. Даже песню записывали с Даниилом когда-то. А мама первый раз пришла сюда. Так, слухай, ось, он дивіться, де ми
Ты узнаешь, да? Конечно, вон железная дорога, вот смотри, парк, Ага. а он это самое. Во, молодец, ты уже тут все понимаешь. Действительно, вот это внизу завод ВМФ, дальше зеленая полоса это парк, вот сейчас я показываю. И вот как раз за парком там мама и живет. Ну и мы рядом. Да, мама ориентировщик хороший. Лучше, чем я. Ты и то не смогла бы показать, да, сразу? Да, я не, у меня с ориентированием. Не, я сразу. Я дочь ориентировщика. Кстати, да, у Лады папа был мастером спорта по ориентированию. ориентированию, поэтому я вообще не ориентируюсь. И она все время бегала следом за ним, ей не надо было ориентироваться в пространстве, папа ориентировался вместо нее. Ну, красиво здесь, да? Время, видимо, вот эти отсюда. Вот эти. Очень красиво, да. Мы живем в очень красивом месте. Вот мы еще думаем, переезжать нам в Восточную Германию или нет. Да? Ну, в Восточной Германии только один плюс – это более дешевое жилье, и все. Это ж это самое. Это же замок, да, Замок, да, где да, мы да, там, были. где мы были, да. Вы узнали, да? Ну да. Вот отсюда видно, представьте. Мы... Я пою о том, что на горе сидит пастух, сочиняя эту песенку про все вокруг, а вокруг гуляют люди. Река течет, он сидит себе на холмике и там поет эту песенку, что на горе сидит пастух, сочиняя эту песенку про все вокруг, а вокруг вино струит. 5 дней прошло, Даниил лежал в больнице все это время, мы за ним приехали сейчас. Я, короче, еще, чтобы пустую бутылку не тащить, еще воды туда налил, и получилось немножко тяжеловато. Ну, конечно, ой, ты похудел, по-моему, не? Да, могло быть такое. Так, У меня были проблемы с этим. Ну, я сейчас вернусь. Я, короче, договорился, что я сейчас вернусь. Мне сказали, эй, подожди. А я сказал, да я сейчас вернусь, я только сумку отдам. Я понял. Ты вообще нельзя поднимать ничего. А расскажи, как сама операция проходила. Я такой приехал туда, в эту палату. Ага. Наркоз сделали тебе? Да, ну в палату я еще раньше, когда с вами расстался, меня подняла девушка, там сказала, пошли в палату. На 6-й этаж. А там красота. Ты ж видел, там я фотку прислал, там такая красота, вообще все видно. Ага. Это у меня голос такой стал, наверное, я еще шланг глотал А. во время операции. И шланг, он Поцарапал тебе. повреждает связки. Ой-ой. То есть Меня они- еще надули. Мне сказали, я сказал, спросил, что у меня так болит вот этот Ага. под ребрами. Потом, да? Да, А они тут же же- люди ничего не вырезали. Они говорят, то мы тебя надули просто. Ты был такой, ты был как рыба, вот эта, которая взрывается. Чтобы было у нас пространство, простор для маневра. Ничего себе, вот это да, манипуляции там. Да, мы тебя хорошенько надули, как мяч. Ты был как мяч вообще. А сколько ты под наркозом пробыл? Около 2 часов. Ничего себе. Так потом проснулся, ты помнил? Я когда проснулся, я помню первое впечатление. Я играю на бельтуне. Да? И я думаю, откуда в операционной бельтуна взялась. И Ну ты понял, девушка, ты- девушка меня спрашивает, вы знаете, где вы? Ну. Я такой, да, это типа комната для пробуждения. В смысле? Это так называется. А, да? Aufwachungszimmer. Ага. Или Erwachungszimmer. А она спрашивает, и как вы себя чувствуете? Я говорю, очень приятно. Очень приятно. А мне действительно было так приятно. Ты, короче, играл. И такое удовольствие, как бы, эта игра. Я думаю, вот они молодцы, прямо притарабанили в Erwachungszimmer, вообще бельтуну, я этого никак не ожидал. Я хотел Виталика попросить, что, может, в палату привези, но подумал, что это какое-то безумие. А тут вообще уже в операционную мне притарабанили. Классно вообще. Слушай, так ты сказал, первый день после операции к тебе вообще никто не подходил, про тебя забыли. Не, ну как бы, я ж это все ночью происходило.
Я так на это не отреагировал, потому что я там в 3 часа только попал в палату. Это уже ж день, уже новый день как бы пошел. Я поэтому ничего такого. Но потом к моему соседу пришла потом его подружка, Можешь дальше. главврач. Не главврач, а как это называется? Обер-Эрстин. Обер-Эрстин пришла, и она такая с ним поговорила, то все, как он, у него там, наверное, была ситуация потяжелее, и все это дольше у него все длилось. Я уже ушел, а он там все еще остается. И потом должен через 4 недели вернуться. Короче, у нее никакого желания со мной общаться не было. Она говорит, это не мой пациент у меня. Это не мой. Я типа обер-Эрстин, но пациент этот не мой. Я тут не отвечаю ни за что. И ушла. А потом через день такая приходит, Entschuldigung, Sie sind doch mein Patient. Нормально. Через день, да? То есть ты пролежал бесхозный там. Ну да, она могла, может быть, и меня посмотреть. Но в принципе я не думаю, что ко мне там много вопросов было. Я был только порезанный и там. Ну тебе должны были вынять этот катетер или что-то? Катетер, может, он должен был какое-то время постоять, но он у меня долго простоял. Мне его вынули только в субботу. Так это катетер или Нет, это дренаж. Это я неправильно сказал. Катетер был у меня тоже в руке. Я ж там бегал по этим всяким анализам с катетером. И он тоже у меня там быстро довольно перестал действовать. Мне уже перестали капать. Мне уже давали просто в таблетках. Сразу, когда, соседа ко мне подселили, сразу же зашла тетя. Это было еще так совсем рано утром, может, часов в 6, в 7, 8. Я только в 3 после операции приехал. И она такая начала спрашивать, хер Денисов, там, типа, что вы хотите на завтрак? Что вы хотите на завтрак? Прям что вы завтрак хотите? В пятницу, что на завтрак в субботу. Все так подробно. И она записывала, как официантка. И я так удивился этому. Я там заказал все вегетарианское. Ничего себе. А мой сосед заказал все мясное. Мне принесли вегетарианское поначалу, все правильно. А потом в субботу стали все мясное нести. А этому дядьке ничего. Как так? А дядька такой сначала, типа, давай, рискни. Можешь даже и сюда. А дядька такой ждал операцию, а его все задерживали, откладывали. И, короче, он сначала я на это внимание не обратил, а потом на следующий день я говорю, вы смотрите, мне что-то мясо несут, я вегетарианское заказал. Он говорит, наверное, нас перепутали. И мы потом начали только вегетарианское приносить. Я говорю, давайте меняться. Он говорит, у меня нет никакого вообще аппетита и никакого желания. Он это ИВФ, да? Да. Я потом пошел к сестре и говорю, вы, наверное, перепутали, я заказывал вегетарианское меню. Она говорит, это на выходные, вам в понедельник будут вегетарианское приносить, на выходные у нас там все типа сбивается. Да. Ясно. А я этому дядьке говорю, не, они сказали, что у них на выходные бардак. А дядька говорит, да я их хорошо знаю, у них всегда бардак. Тени живут недолго, пока не погаснет свет. Будущее иллюзорно, прошлого больше нет. Жизнь происходит сегодня, пока ты пьешь чай. Мы счастливы и свободны здесь и сейчас. Ты в настоящем моменте.